Скутер от Skyboard 2021 года. В этом видео мы посмотрим, из каких частей состоит этот скутер, какие части нужно вообще собирать друг с другом, какими инструментами, ну и все остальное, что касается сборки. Для тех, кто не в курсе, я нахожусь в Китае, снимаю для вас обзоры, сборки, вообще все, что вижу, что касается Skyboard. Это видеосборка, и поэтому я нахожусь сейчас на нашем складе, на одном из наших складов. Спрятался тут в уютное место, чтобы меня рабочие не трогали. А для того, чтобы ее открыть, нам, как обычно, нужно открутить болты внизу. Это вот эти. Для этого в данном случае нам нужен шестигранничек, и все. Болтишки сняты. Теперь давайте снимать коробку. Барабанная дробь. Вот. Самое время снять все пленочки, которые есть, и посмотреть вообще, что тут в комплектации. Колесо отдельно лежало. Багажник с кое-какими там инструментами, ключиком от багажника, болтами и так далее. И вот такая коробка, в которой сумочка, инструменты, педальки для пассажира, крепление для руля. В длинной упаковочке у нас зеркала. Ну и зарядное устройство на 4 ампера. Рифлененькое, с кулером, все дела. Все как обычно. И вот такое вот крепление еще, оно для багажника. Это тоже потом посмотрим. Ну что, начинаем сборку. А начинаем мы с руля. И у нас есть такое крепление. Вот такие штучки я нашел в коробке с инструментами. Также там же болты были одеты, я их сейчас снял. Разворачиваем руль таким образом, чтобы вот эти риски попадали туда, куда надо. То есть между двух зажимов. Руль стоит. Всякие допы вроде зеркала и держателя телефона мы поставим в конце. А сейчас перемещаемся... Перемещаемся к дисплею. Дисплей висел всегда здесь, он также прикреплен к рулю, но не поставлен на болтик. Поэтому вот этот болтик и вот этот дисплей. Поворотники не забываем, они здесь, но их нужно закрепить. Здесь есть гаечка и есть резьба на самом поворотнике. Поэтому поворотник держим, гаечкой закручиваем. Вот так один уже стоит. Ну, почти самое важное здесь это колесо, поэтому давайте установим колесо переднее. А для начала нам надо снять ось. И здесь же две таких втулки. Так, мы достали вот такую штучку. Это ось, на которую будет одеваться колесо. А именно, это устроено вот так. Сначала одна втулка, потом колесо, а потом другая втулка. И закручиваем еще болтом. Колесо стоит, а мы переходим к крылу. Надо крыло вот сюда поставить. Здесь 4 дырочки на крыле, с этой стороны на амортизаторе и с этой стороны на амортизаторе. То есть 4 болтика надо прикрутить, чтобы поставить вот такое крылышко. Делать мы это будем шестигранничком вот таким. Передняя часть почти полностью сделана, кроме там мелочи на руле. Поэтому переходим назад и снимаем, во-первых, заднее колесо с подиума, во-вторых, разбираемся, что там не хватает. Багажник устанавливается. Вот здесь закручены 4 болтика. Эти 4 болтика мы откручиваем. И здесь, вот с этой стороны, здесь тоже 4 болтика, а также 2 болтика уже накручены. Этой частью мы прилегаем сюда и закручиваем на 4 болта. Здесь будет багажник. Сначала установим вот эту штуку. Площадка для багажника установлена. Теперь можно установить огни, но давайте их оставим на потом все-таки. А сейчас разберемся с багажником. Берем нижнюю часть. И здесь, в этом пакетике с инструментами, который был вместе с багажником, мы имеем две такие пластинки, которые крепятся вниз. Вот таким образом. А также здесь есть замок с ключиками, который можно сразу, кстати, поставить, который просто вот так вот вставляется. С обратной стороны вот такое колечко одевается и закручивается. Для вот этих вот плашечек, рельс
мы берем все золотое. Вот как бы вся сложность. Мы поставили вот таким образом. Теперь берем вторую, одеваем замочек таким образом. Вот эту штучку вот сюда. А потом совмещаем две половиночки с помощью вот таких штырьков. Тем самым у нас получается вот такой вот багажник. Открывается, закрывается. У нас есть вот еще какие-то запасные запчасти, но это уже по усмотрению. Самое необходимое я вам сказал. Устанавливаем вот таким образом и внизу затягиваем. Теперь берем вот такую штуку с фарами и ставим вот сюда. Провода длинные, они там убраны, если что, обратно спрячьте. Оно распутывается очень хорошо. Осталось переместиться вперед и посмотреть на руль еще раз. Теперь знаете что? Устанавливаем держатель для телефона. Тут сначала должны раскрутить, вытащить шарнир, чтобы было проще. Просто это я делаю. И закручиваем просто вот держатель, одеваем. И уже закручиваем здесь. Но мы об этом поговорим в следующем видео, когда я буду ехать уже с телефоном и тестить для вас скорость. Далее достаем ту самую коробочку с зеркалами, вкручивая их в уже подготовленные отверстия. Вот таким вот образом. Ну и последнее, о чем хочется сказать, это подножка для пассажиров. Это уже в конце, изюминка на торте, если, конечно, у вас есть пассажир. Все в комплекте уже есть. Болты, гайки и сама подставка для ноги. Одна здесь, другая с другой стороны. Вот и все. Мы собрали скутер. Да, так быстро. Самое главное это поставить колесо и багажник. Остальное все это мелочи. Теперь включаем, посмотрим, работает ли вообще скутер. Шнур. Во-вторых, нажимаем на кнопочку, которая находится на батарее. И убираем подножку. Звук есть, свет есть, гудок. Едет. BR4000 Fast. 4000 означает, что у него мощность 4000. Уже едут в Россию. Я вытащил один из партий, чтобы показать вам и самому проверить, как они вообще собраны там. Все оказалось нормально. Скутеры уже направляются в Россию. Когда это видео выйдет, скорее всего, уже будут в России. Поэтому обращайтесь в магазины наших дилеров. Если вы хотите купить такой скутер или любые другие наши модели, вы можете прийти, потестить, посмотреть и только потом принимать решение. А также есть сайт skyboard.store, где вся информация, все характеристики обо всех наших моделях. Увидимся в новом видео. Пока!